Тед Банди, на вид приятный мужчина, по существу настоящий маньяк, который смог дважды сбежать из тюрьмы. А группа преступников после побега из тюрьмы Мейс получили амнистию. Сегодня вы узнаете о самом дерзком побеге в мире, о том, как один преступник поставил рекорд по числу побегов, сбежав целых 22 раза, а также узнаете историю побега из самой защищенной тюрьмы мира. Приятного просмотра! К сожалению, среди, казалось бы, обычных людей часто встречаются отморозки. Одним из таких был Тед Банди. На вид он самый обычный, даже обаятельный молодой человек. Но на самом деле это опасный серийный убийца, который изнасиловал, а после убил минимум 28 женщин. И это только официально доказанные случаи. Сколько всего пострадало человек от его рук, неизвестно. Даже с учетом столь ужасных преступлений и жесткому контролю над его перемещением, Тед умудрился целых 2 раза сбежать из тюрьмы, а всего попыток было 3. В первый раз скрыться в штате Юта не удалось, так как его поймали с поличным вместе с документами и банковскими картами, что свидетельствовало о его плане побега. Тогда его перевели в одиночную камеру, после чего экстрадировали в Аспен для судебного заседания. У Теда не было своего адвоката, и он защищал себя самостоятельно. Это позволило ему беспрепятственно находиться в библиотеке суда округа Питкин, даже без наручников. 7 июня 1977 года его охранник вышел покурить, и Тед Банди в тот же момент решился на побег и выпрыгнул в окно. При приземлении он вывихнул лодыжку и не смог далеко убежать. Он скрывался в одной из хижин почти неделю, после чего решился на угон автомобиля, где его и схватили. Второй, более удачный случай побега оказался гениальным. Заметив небольшую щель в потолке, Тед Банди полностью перестал питаться, чтобы похудеть и пролезть в нее. Через какое-то время он смог украсть комплект одежды, пролезть через это отверстие и просто вышел из тюрьмы. На свободе Тед смог провести около 2 месяцев, после чего его все равно нашли и поймали. Джо Мундин. Более удачливым в плане побегов стал Мундин Джо. Это не его настоящее имя, а прозвище. Звали этого человека Джозеф Болита Джонс. В возрасте 22 лет Джо работал в шахте по добыче меди, когда его арестовали за кражу. Приговор был суров. Целых 10 лет каторги, после чего его отправили в Австралию. Там ему предоставили свободу, благодаря чему он смог поселиться в местной деревне аборигенов, которая называлась Мундин. Именно отсюда он и получил свое прозвище. Спустя еще 20 лет Джо Мундин был арестован за кражу лошади, правда, долго удерживать его не вышло. Он сразу же сбежал посреди ночи и даже смог украсть лошадь во 2-й раз. Правда, побег длился недолго, его поймали на следующий же день, после чего он был приговорен к 3 годам заключения. Весь срок отбывать он не стал, так как его отпустили за хорошее поведение. В следующие 10 лет его арестовывали еще 4 раза, в 3 из которых ему удавалось сбежать. Для него даже создали отдельную камеру, которая была построена специально с защитой от побегов. Но и это не помогло. В конечном счете губернатор решил просто дать свободу этому человеку, чтобы не задумываться о том, как его удерживать. А дальше вы узнаете о настоящем рекордсмене по побегам – Брайан Бо Ларсон. Брайан Бо Ларсон – отпетый преступник и специалист по побегам из тюрьмы. По некоторым данным, он смог сбежать целых 22 раза. Родился один из самых удачливых преступников в Дании в 1974 году. О некоторых его побегах мы вам и расскажем. На самом деле Брайан Бо Ларсон очень везучий. Именно это и помогло ему сбежать столько раз. В один прекрасный день грузовик протаранил стену тюрьмы, из-за чего в ней образовалось большое отверстие. Через него наш персонаж избежал вместе с еще 11 другими заключенными. Странно только то, как охрана не смогла углядеть за происходящим побегом, ведь они 100% должны были знать об аварии. Еще один раз Ларсон смог сбежать, когда работал уборщиком на территории тюрьмы. Осенью он собирал и выкидывал опавшие листья. Тогда ему и пришла идея гениального побега – запрыгнуть в мусорный бак с листьями и просто спрятаться там. Именно так он смог сбежать из тюрьмы.
А еще один побег он исполнил в самом классическом стиле. Он просто спилил решетки камеры, смастерил лестницу из веревок и просто сбежал. Правда, на воле оставаться долго ему не получилось. Преступник злоупотреблял наркотиками, из-за чего он попал в аварию. Тогда-то его и поймали полицейские. Паскаль Пайе. А звание самого эффектного побега присваивается Паскалю Пайе. Этот французский преступник смог 2 раза сбежать, и оба этих раза выглядели как настоящий голливудский блокбастер. Паскаль Пайе получил срок в 30 лет лишения свободы после убийства заложника во время ограбления банка. Тогда его отправили в тюрьму, которая располагалась в французской деревне Люин, но оставаться в ней преступник не желал. В его голове созрела гениальная идея. Что если договориться со своими друзьями, чтобы они просто прилетели на вертолете и забрали его? Так и произошло. Он смог уговорить своих хороших друзей пойти на этот поступок. В 2001 году к тюрьме подлетел вертолет в четко назначенное время и место. К тому моменту Пайе уже находился на крыше той самой тюрьмы. Он просто зацепился за вертолет и улетел. Да-да, все так просто. Благодаря побегу он смог оставаться на свободе несколько лет, после чего его снова поймали. Чтобы подобный конфуз не повторился, руководство тюрьмы каждый месяц перемещало мужчину из одной тюрьмы в другую, естественно, под пристальным присмотром. Но и это не помогло. Его друзья угнали вертолет и снова полетели спасать своего друга. На этот раз они ворвались с оружием в тюрьму и в течение 5 минут смогли забрать преступника с собой и улететь. На этот раз на свободе Паскаль Пайе смог провести всего 3 месяца, но даже так его побег можно считать поистине самым крутым. Ричард Макнейр. Еще один отпетый преступник, Ричард Макнейр, смог сбежать из тюрьмы всего 3 раза, но даже это повергает в шок. Все дело в том, что мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство. Находиться все оставшееся время в тюрьме он не желал, поэтому и совершал попытки побега. Некоторые из них были очень успешны. В первый раз в 1988 году он использовал гигиеническую помаду для губ. Ричард смазал ей свои руки, что помогло вылезти из наручников. После чего он бросился бежать, правда, скрыться ему не удалось. Взобравшись на 3-й этаж, ему пришлось прыгать вниз со здания, что не увенчалось успехом. Его быстро поймала полиция, после чего его посадили обратно в камеру. Второй раз был более удачным. В 1992 году Макнейр залез в вентиляционную шахту и выполз через нее из тюрьмы в штате Северная Дакота. На этот раз его поймали не сразу. Целых 9 месяцев убийца скрывался на воле, после чего его, естественно, поймали. Учитывая предыдущие побеги, преступника перевели в тюрьму, которая считается самой защищенной. Как отмечали другие заключенные, сбежать из нее было невозможно. Но Ричард Макнейр так не думал. Главной особенностью американской тюрьмы в штате Луизиана стал обязательный труд заключенных. Наш персонаж усердно трудился на производственной фабрике, которая отгружала большое количество продукции. Макнейр просто оборудовал специальный тайник на грузовой платформе, используя большое количество почтовых мешков. Дышать в тайнике было трудно, поэтому он использовал специальную трубочку. Так он и смог сбежать из тюрьмы. Правда, его тут же остановила полиция для проверки документов. Удивительно, но не сразу же его отпустили, так как фотография сбежавшего не соответствовала действительности. Оставаться на свободе Ричарду Макнейру удавалось немного более года. А дальше ты узнаешь историю самого знаменитого побега в мире. Побег из Алькатраса. Тюрьма Алькатрас располагается на одноименном острове в Соединенных Штатах Америки. Сегодня это самая известная исправительная колония в мире, которая на данный момент уже не работает. Из бывшей тюрьмы сделали настоящий музей. Свою известность колония получила за счет знаменитого побега. Тюрьма считается самой безопасной в мире, так как полностью окружена ледяными водами, а самая ближайшая точка, до которой без лодки добраться невозможно, расположена в более чем километре от острова. Плавсредствам запрещено швартоваться на расстоянии менее 200 метров от тюрьмы.
из-за чего даже сообщники не могли бы помочь сбежать заключенным. Но даже это не остановило троих преступников. Они долго раздумывали над тем, как им сбежать. В один прекрасный день они обнаружили, что за вентиляционным окном в их камерах расположено помещение, с помощью которого можно легко выбраться наружу. Используя подручные инструменты, сооруженные из вилок и ложек, они вскрыли решетку и расширили проход так, чтобы туда смог влезть человек. Дальше они шили из резиновых жилетов полноценную лодку, а также изготовили копии своих голов размером 1:1 из штукатурки и других подручных средств. И ночью 1962 года приступили к исполнению плана. Положив папье-маше в форме головы на кровати, они открыли вентиляционный люк и пролезли в него. После чего заключенные поднялись на крышу, откуда по сливу спустились на берег. Там они надули лодку и покинули остров. Пропажу преступников обнаружили только на утро. Сразу же была поднята тревога, и начались долгие поиски, которые не увенчались успехом. К слову, дело до сих пор не закрыто, так как следов успешного побега полиция не обнаружила, как и следов смерти преступников от ледяных вод. Дело о побеге из Алькатраса будет открыто, пока сбежавшим не стукнет по 100 лет. Джон Диллинджер. Следующий преступник уже 100% смог успешно сбежать и не быть пойманным. Джон Диллинджер – известный грабитель банков, которому удалось сбежать из тюрьмы целых 2 раза. Впервые ему это удалось благодаря своим друзьям, которым в свое время Джон сам помог сбежать. В 1993 году, когда Диллинджер был брошен в тюрьму, его друзья взяли и убили местного шерифа и помогли бежать преступнику. Долго оставаться на свободе ему не удалось, и спустя год его снова заключили под стражу. Диллинджер получил обвинение в убийстве полицейского, после чего был доставлен в местный суд, в котором он и ожидал наказания. В этом суде был 2-й этаж, на котором и содержались преступники. Стоит отметить, что на тот момент камеры, в которых сидели заключенные, считались защищенными от побега. Но Диллинджер так не считал. Он вырезал из дерева макет пистолета и при помощи блефа смог выбраться из здания в штате Индиана. По дороге он смог обобрать еще одного охранника, который просто уснул за своим столом. После этого Джон Диллинджер угнал полицейский автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, попутно прихватив с собой уже настоящее оружие. Побег из тюрьмы Мейс. Не всегда заключенные справляются с побегом в одиночку. Например, в тюрьме Мейс в 1970-е годы преступники, которые были осуждены за такие тяжкие преступления, как убийство, устроили настоящий бунт. От действия преступников скончался один сотрудник, у которого было слабое сердце, из-за чего и случился приступ. Еще 20 получили ранения, а 2 даже убили. Во время бунта заключенные использовали пушки, которые смогли ввести на территорию тюрьмы контрабандой. Ими-то они и стреляли по сотрудникам, от чего многие пострадали. Тюрьма считалась одной из самых безопасных, но это не помешало 38 преступникам сбежать. Они захватили в заложники охранников, переоделись в их одежду, забрали ключи и стали ожидать автомобиль с едой. Когда он приехал, заключенные угрозами добились, чтобы водитель вывез их из комплекса. Так вся толпа и смогла сбежать. Правда, спустя несколько дней 19 беглецов были пойманы, остальные смогли скрыться. Скрывались они в разных странах, часть даже была найдена в США. Но стоит отметить, даже тех, кого поймали, благодаря политике государства, попали под амнистию, а остальных преступников и вовсе не торопились искать. Стивен Джей Рассел. Многие заключенные, которые получают огромные сроки, в том числе и пожизненные, начинают задумываться о побеге. Стивен Джей Рассел получил наказание в 144 года лишения свободы. Естественно, он стал продумывать план побега. К слову, убежать он смог целых 4 раза. В 1993 году Джей украл женскую одежду и рацию в одной из тюрем штата Техас и стал выдавать себя за рабочего. Стоит отметить, что побег увенчался успехом. В 1996 году, уже после очередной поимки, он использовал чернила из зеленых фломастеров. Ими он разукрасил свою тюремную форму, чтобы она стала похожа на хирургическую одежду.
А дальше он стал притворяться врачом. На этот раз долго скрываться не удалось, и когда его поймали, он привел еще один гениальный план в действие. Джей Рассел симулировал болезнь, используя слабительное и подделывая медицинские карты, чтобы попасть в дом престарелых. Из этого дома он звонил в тюрьму, представляясь врачом заключенного, и объявлял, что тот умер. Гениальные действия преступника, к сожалению или к счастью, не привели к успеху. Его тут же раскусили. Но подобная смекалка удостоилась внимания в Голливуде. Там сняли фильм под названием «Я люблю тебя, Филипп Моррис», в котором рассказывалась история жизни и побегов преступника. «Техасская семерка». Заключительный на сегодня побег стал также очень зрелищным. В нем все происходило прямо как в настоящем фильме. Схема была очень проста. Один заключенный подзывает к себе охранника, после чего сообщник бьет его по голове сзади. Это и произошло в одной из тюрем Техаса в 2000-х годах. 7 преступников разработали план побега. Во время достаточно тихого времени дня, когда охрана наиболее беспечна по отношению к заключенным, группа позвала к себе одного из сотрудников и осуществила задуманное. Они забрали его одежду и вещи. При побеге в общем итоге пострадало 11 работников и 3 заключенных. Последние просто оказались не в том месте и не в то время. Заключенные забрали у пострадавших ключи от автомобилей, оружие и кредитные карты, а после скрылись. Долго оставаться на свободе им не пришлось. Группировка не захотела тихой жизни и почти сразу после побега пошла на ограбление магазина. В нем они прикинулись охранниками, но их игра была неубедительной. Из-за этого к месту происшествия тут же была вызвана полиция, которая и задержала беглецов. Интересный факт. Вернули преступников на том же автомобиле, на котором они избежали. В живых осталось всего 5 заключенных. Дело в том, что после побега им ужесточили наказание, и все они попали в группу смертников. Это такой список людей, которые подвергаются смертной казни. Один из заключенных не выдержал морального давления и покончил с собой. Еще один умер после казни, которая проводится при помощи эвтаназии. Остальные преступники до сих пор ожидают исполнения приговора в своих одиночных камерах. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!